Всем трейдерам огромный привет, с вами Аркадий Романович, коллеги, прямой эфир, живая торговля по сигналам системы кластера трейдер и Momentum Trader. И сейчас у нас формируется несколько сигналов, в частности сигнал на buy по NASDAQ слева. У меня есть шорт по золоту, правда вошел я здесь немного поздновато, на 10 пунктов, ниже, да, чем нужно. Да, и сейчас мы ждем, что будет происходить с NASDAQ. В районе 12 тысяч ровно, круглое значение, круглая цифра. Нефть тоже пробивает уровни поддержки, локальный медвежий тренд, но обращаю ваше внимание на ключевой момент. Если вы дейтрейдер, это необходимое условие хороших сделок. Скорость изменения цены. Вот мы смотрим на этот график и кажется, вау, какое большое движение, то есть это сильное движение. А по большому счету здесь в пунктах мы прошли всего лишь 30 центов, иначе говоря, это очень мало для трендового, скажем так, сильного трендового движения. Поэтому я всегда смотрю на скорость изменения цены. За какое время мы эти 30 пунктов прошли, если мы посмотрим, полчаса. То есть это очень мало. 30 центов за полчаса. Представляете, да? Нетрудно посчитать, сколько мы в минуту проходим. Да? То есть очень-очень низкая скорость изменения цены. И такие рынки неустойчивые, нужно быть очень внимательными к ним. Поэтому первый критерий, на мой взгляд, один из самых важных для дейтрейдера, это скорость изменения цены. Иначе можно встрять в сонном рынке и просто переторговаться. Потому что сонный рынок провоцирует на большое количество сделок. Золото подходит к моей оставшейся части позиции. Напоминаю, первый таргет 40 пунктов. Да, я тик в тик взял, даже не 40, 42. Покупаю NASDAQ. И вот эта полка мой ориентир. Если я не прав, скажем так, то есть моя позиция не верна, то при обновлении этого лоу я выхожу. Да, мой стоп дальше, можно дать больше пространства, но как правило, когда мы видим квалифицированный сигнал, в частности ротацию бара, и цена пробивает важные зоны, если это рабочий трейд, цена идет в нашу сторону. И это обычно происходит быстро. Если не рабочий трейд, мы опять начинаем флетить, мне неинтересно просто. Да, можно переждать, пока она там покрутится, потом... Ну зачем? Я лучше поторгую другой инструмент и найду там еще кучу классных трейдов. То есть меня интересует быстро, чтобы было. 10-15 минут, чтобы я уже видел там, как минимум первую часть закрытой по профиту. 10 даже много, меньше. 10-15 много. Мой тейк стоит на уровне Range Trader. Это уровень R1. Можно чуть ниже его поставить, чтобы цена была под уровнем. Очень важная зона. На секунду переключаемся к W. Мы ждем черный бар, чтобы сейлить. Мы протестили структуру. Я жду сигнал. Да, здесь был контртрендовый сигнал. Но еще раз вопрос, торгуешь ли ты контртренд? Я нет, поэтому не лезу сюда. Золото опять в консолидации. Смотрите, какая сессия вся. Но даже в этой сессии удалось поймать один классный профит, такой быстрый. Достаточно, но еще раз, это не самый идеальный рынок технически, чтобы торговать. Да. Куда проще торговать какой-нибудь, вот такой рынок, да, который чистый тренд, новый хай, коррекция, пробой, новый хай, коррекция, бай, до тех пор, пока он опять не стал флетить и опять не появились сложные сигналы. Это намного проще, правда? Двойная вершина. Посмотрите сюда на идеальная просто. На WTI. Левая сторона. Упали. Правая сторона. Раз, два, три, четыре. Точнее, раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три. Да, 8 баров. Одни из лучших паттернов вершин формируются в течение 8-13 бар. Да, имеется в виду вся вот эта цепочка начинает хай. А вот здесь мы видим тоже раз, два, три, раз, два, три, 4, 5, 6. Да, то есть 3 плюс 6, 9. То есть 9 бар суммарно, здесь сейчас 8. Да. Но имеется в виду до кульминации паттерна. Паттерн завершен на вот этой предыдущей свече. 8 свечей. Да. Поэтому если мы пробьем минимум и будет черный бар, то вдвойне классно. Но это не обязательно. То есть я не ищу вершины, паттерны без
стрелочного сигнала. Да, поэтому это просто как информация, которая вам может быть полезна, да, для идентификации, поиска, определения паттернов. Очень-очень важно. То есть 9.13, 9.15 вот в этом отрезке. 8.15, ну, не надо прям утрировать так, но... И мы можем вот здесь в нашем CTS Range Pro, либо Cluster Trader настроить, да, левую и правую сторону паттернов. Вот. Минимальное количество я могу задать, допустим, 2, и максимально. У меня стоит 8, то есть итого, точнее не того, а здесь 8, и максимальное на правом 8, то есть 16. То есть максимальный паттерн, который я могу увидеть, 16 бар. Да? 16 свечей. Всего. Да? То есть это вот 15, прям даже можно 7 поставить, по 7 с каждой стороны. Но здесь автоматика не видит, потому что нет стрелочного. Да? Здесь есть стрелочная, автоматика видит разворотное дно, реакция. Да? Мы ждем черный бар и селим. Нафиг этот WT. Когда ты привыкаешь к сигналам, торговля идет сама по себе. Да, она не будет там каждый раз рынок проходить прям, не знаю, чудовищное количество пунктов. Нет, но торгуя по тренду, ты попадешь в движение рано или поздно хорошее. Я нажимаю Sell по WTI. У меня стоп 26 тиков. Да. Мой тейк. Первый тейк. Кстати, как, да, возле уровней получились тейки. Это не обязательно так должно быть. Да. 42.60 мой тейк. Первый. Да, достаточно большой. Видите, где стоп находится, где тейк. То есть вот такое расстояние. Это говорит о том, что рынок очень узкий, скорость изменения цены очень низкая. Поэтому в моем случае нужно быть просто более агрессивным, если этот сигнал сейчас не будет работать. Каким образом? Вот моя зона принятия решения. У меня есть close, у меня есть структура. Если рынок выходит за вот эту границу, ну, в частности, пробивает сигнальную свечу, и уходит за C, то есть точку close вчерашнего дня, то я просто выхожу из позиции, все, с риском там 5-6 пунктов, вместо того, чтобы ждать, пока цена придет к моему стоп-лоссу. Зачем? Это не нужно. В дейтрейдинге это ни о чем. А вот NASDAQ пора закрыть. Закрываю NASDAQ. Вот здесь нужно было выходить сразу, да, после того, как рынок обновил мой low. Вот этот вот low. То есть это очень важный момент. Да? Сколько денег я сэкономил за счет того, что выходил тогда, когда условия были менее благоприятны, да, чем получить полный стоп. Да? И чтобы быстро выходить, просто нужно зайти в советник и добавить, включить вот эту кнопку Close All. Один раз нажал, все закрыл сразу. Чем пока ты сам или там через терминал, пока ты будешь тыкать. Зачем? Есть же проще. И скорость исполнения быстрее. Вот посмотрите. Если я здесь выхожу, экономлю половину, 14 пунктов. Это немало, 50% денег сэкономить. При риске 0,6% я потерял 0,3%. А эти 0,3% я уже заработал даже чуть больше, не 0,3, а 0,5 я заработал на этом сигнале. То есть то, что там был полный лосс, ну скажем так, два ордера закрылись по стоп-лоссу. И что? Вот один трейд, который небольшой профит здесь закрыл тот лосс. Вот это основной момент, да, дейтрейдинга. Ты стараешься экономить, да? Сокращать риски, но рационально, не просто, ой, все против меня идет. Определи границу, при которой ты остановишь свой ордер. Да, вот я, например, определил границу по WTI, при которой я остановлю торговлю. Да, если рынок преодолеет сигнальный бар, то есть вот этот high, да, и close, то есть это область. Все, я говорю спасибо, до свидания, и экономлю деньги. На всякий случай алерт. Сюда. Я люблю ставить алерт. Иногда бывает такой, сидишь, тебе кто-то позвонил, или там ты на кого-то отвлекся, и все. Да, пошло-поехало. И забыл. Бывает такое. Ну, не часто, но, блин, бывает. Не робот же. В конце-то концов. NASDAQ, посмотрите, да? Пробил low, ушел вниз. Опять начинается тот самый флэт, который нам не нужен совершенно. Мы не хотим торговать флэт. Ну, бывает иногда. Хотя на этой неделе я поймал один такой солидный
Причем тоже из флета пришло, это неожиданный трейд. Ну, в том смысле, что NASDAQ полсессии, там, с начала сессии стоял здесь час. Да, вот консолидация, мы с трейдерами как раз торговали. Потом появился buy-сигнал, потом buy-сигнал, но все во флете. Я дождался выхода, и здесь нажал buy, и потом просто чудовищный моментум. Да, ну, то же самое может сегодня быть, только в обратную сторону, кто его знает. Не будем заниматься предсказаниями, такое дурацкое занятие совершенно. Будем торговать факт, да, и пробовать открывать сделки, разумно контролировать риски. Да. То есть еще раз, знай свой стоп-поинт, да, то есть это свою границу, где ты останавливаешься, где ты дальше не входишь в сделку. Это первое, ну точнее, где ты выходишь из позиции до стоп-лосса. Не обязательно дождаться же стоп-лосса. Да, ты можешь заупрямиться, ты можешь там сказать, ну все, только либо тейк, либо стоп, это неплохо, проблем нет с этим. Вот. Но что если по-другому немножко подойти к этому? Просто понимая то, когда ты видишь сигнал, когда он работает, а когда нет. Что происходит? Я знаю, что в подавляющем большинстве случаев, если я вижу ротацию бара, и в хороших сигналах лоу этой свечи не будет пробит. Если цена намерена идти вверх, не пробьет лоу. Особенно, когда мы уже удалились от ценности. Ну, имеется в виду, от уровня начали потихоньку расти. Если это произошло, говорит о том, что вали отсюда. А потом перезайдешь, если что. Ничего страшного нет. И еще важно, когда нужно остановиться, это максимальная дневная просадка. То есть, когда ты достигаешь какого-то экстремума, да, скажем так, негативного, то лучше заканчивать торговый день. У меня это около 2%. Да, я не говорю, что прям 2%, все, ну, где-то 2-2,5%, скажем так. Да, потому что это 2% по факту всех закрытых сделок, да, и чуть-чуть это значение может быть больше, и это в порядке вещей. Да. Я в июле месяце дважды достигал максимальной дневной просадки 2% и останавливал свой трейдинг дважды. В августе еще не было такого, да. В июне тоже такого не было. А вот, хотя я вру сейчас нагло, в июне я еще не использовал этот момент. Но так на память прям таких больших не было в июне ничего. Июнь так хорошо прошел, ровно достаточно. Да, были, ну, традиционные такие, так сказать, овраги. Но ничего такого драматичного. А июль был такой преимущественно в консолидации, и если не ограничивать, там можно было просесть серьезно. Да, поэтому, ну, прими лосс, да, и уйди, придешь завтра, там, на следующий день, попробуешь свои силы. Ведь возможностей много очень. Если ты потерял совсем чуть-чуть, это же классно. Это дает тебе шанс в следующих сделках не работать на то, чтобы отбить этот лосс, а уже работать на прибыль. Да? Совершив один хороший трейд, еще один трейд, и уже в плюсе. А если большой лосс, то ты день, два, три пашешь, чтобы отработать. У меня такие были прецеденты. Поэтому сейчас ограничение стоит. Я знаю, что я в принципе могу выйти, да, из просадки, но психологически это непросто. Давление определенное, и все-таки по-другому немножко на вещи смотришь. Ну, трудно от этой мысли избавиться, скажем так, да. Это самообман. Давайте смотреть, что творится на базаре. WTI вернулся. Кстати, белый бар. Что я делаю? Я просто выхожу полностью из всех позиций. Я возвращаю мою кнопку Close All и выхожу по нулям. Нажимаю Close All. Вышел я полностью по нулям. Да, закрыл позицию по нулям по WTI. Если будет снова черный бар, снова зайду на sell. Такое бывает. Вариант А. Ты можешь не торговать такой рынок. Вот то, что мы вначале с вами определили. Да? То, что рынок, скорость изменения цены на рынке очень небольшая. Вариант А. Ты можешь не торговать такой рынок. Но если ты решаешь торговать такой рынок, абсолютная глупость, на мой взгляд, это ждать, когда цена там, ну, дойдет, там, не дойдет. Ты просто по-другому относишься к управлению позицией. Управление позицией в волатильном рынке и управление позицией в сонном рынке – это два разных менеджмента. Когда рынок экстремально волатильный, наоборот, ты можешь расширить свои таргеты, да? Дать чуть больше пространства. Take profit имеется в виду, да, шире поставить.
Вот и все. Да, это требует определенного, ну, опыта, да. Так, ну, нельзя сразу с этим разобраться. Но тем не менее. Жду черный бар по WTI, снова нажму Sell. И также буду подходить к управлению позицией. То есть максимально консервативно. Не работает, что-то меняется, выход. В моем случае это бары перекрасить. Да, мы здесь продали, цена прошла 10 тиков, это ни о чем. Это мало очень. Но закрывать по профиту. Зачем? Совсем небольшие профиты. Но самая главная задача это ждать возможность. Пробовать. Не идет. Окей, вышел. Да. Вот я совершил раз, два, три трейда. Этот WTI 0. Здесь 50% лосс 0,3% и 0, около 0,5% профита по золоту. Да, ничего такого, правда? Но важно ведь не в том, что ты там сейчас прям вот заработал бабки или нет. Важно в том, что когда двигается рынок, ты делаешь деньги или нет. Вот и все. Потому что, глядя на этот рынок, то, что я сейчас имею 0 там, ну, какой-то плюс, круто. 200 раз круто, чем быть со всех сторон в лоссах. Имеется в виду там ждать чуда. То есть моя задача вот в таком рынке, еще раз я говорю, вариант А не торговать, вариант Б, если торгуешь, да, то немножко действовать, да, с позиции обороны, не с позиции атаки. Давайте сделаем вот так. Будем смотреть на наших красавцев. Сегодня пораньше я закончу торговлю. Да, предыдущие дни были очень рыбные. Мы неплохо капитализировались на NASDAQ. По WTI неожиданно вчера был хороший трейд, то что нефть стоит все это время. Ну, не так просто. Кстати, а почему у меня здесь не отображается? Не так просто найти хороший трейд. Сейчас трейдер, один момент. Здесь неправильно же стоит настройка, я прошу прощения. Дистанция стоит неправильно, да. У меня был сигнал сегодня на sell. Вот здесь. Это новая система, не все настройки корректно стоят. Еще, ну, я просто перенес с другого компьютера сюда. Сейчас я быстро проверю. По золоту сколько стоит? 50? Да, здесь правильно стоит. По NASDAQ sell, продаю NASDAQ. Сигнал появился. PB sell, да, pullback, откат. Посмотрим. Если рынок держит откат, как правило, будет падение. Это сигнал из моей новой системы Momentum Trader. Торговля на откатах. То есть у нас есть импульсное движение, тренд-фильтр красный, коррекция. Да, и мы можем вполне продублировать это движение. И как раз мой тейк здесь. Прямо на симметрии. Можно нарастить, кстати, здесь еще добавить к позиции, если бар будет черный, еще прибавить. Потому что этот бар подтверждает шорт здесь. Ну, конечно, лучше добавлять, когда все-таки есть тренд, а не когда вот это вот препровождение, да, в консолидации. Ну, трудный рынок. Очень. Поэтому таргет здесь абсолютно такой, да, технически аргументированный, и структура слева. То есть здесь все прям то, что нам надо. Возвращаемся к NASDAQ. Я закрыл первую часть позиции, вторую поставил 0. Да, мы буквально пару тиков, да, там спред 1,5 не дошли до тейка. Но опять-таки, глядя на такой рынок, я только счастлив закрыть 0,3% еще. Да. Но так набегает, на самом деле, по мелочи набегает. Но у меня остается вторая часть. То есть, таким образом, даже закрывая чуть раньше порой, ты платишь своей жадности, страху. Да? Ну, потому что, глядя на такой рынок, еще раз, я всегда обращаю внимание на контекст. Да? Трудно ожидать какого-то супер результата. Но, тем не менее, у нас был шорт-сигнал, чистый sell, да, на коррекции. И если рынок продолжит падать, класс, я не буду там грызть локти и говорить, зачем я закрыл, потому что у меня есть вторая часть позиции. Это очень важно. То есть это такой эмоциональный баланс. Посмотрим, что будет здесь, да, с этой сделкой. Ага, у меня сигнал появился по золоту. Я что-то даже не услышал почему-то.
пробой. Впереди структура. У меня есть сигнал на покупку. BO buy. Это breakout buy. Да. Но впереди уровень. То есть, если я здесь покупаю, до таргета даже не дотягиваем, тейк будет за зоной. Да. Так что пока нет сделок. Да. Ну и еще раз, торговать пробои во флете. Лучше подождать выхода из консолидации. Пробоя high, это экстрим, максимум дня сегодняшнего, так полагаю. И тогда у нас открывается просто большое пространство для маневра. Да, определенно рынок может отсюда как пробка выскочить и больше не остановиться, и это твой как бы единственный шанс. Но вопрос, что для тебя в приоритете? Да, я всегда смотрю на структуру, я знаю, что это хай дня, хай сессии, я знаю, что это ключевой уровень range trader, то есть здесь все макушки. Да, хорошо, давайте мы пробьем эту макушку, если будет сигнал, я 100% нажму buy. Здесь очень простая формула. Смотрите, что делает WTI. Вот посмотрите, скорость изменения цены. Отсюда до сюда мы прошли 25 пунктов. Я даже спред не беру. А сколько по времени это было? 40 минут. 25 пунктов за 40 минут. Какова скорость изменения цены? Ничтожно мала скорость. Да? В таком рынке очень трудно делать бабки. Да, рынок может ускориться в определенный момент. А вот как здесь, например, вроде как ничего такого. Тут sell-сигнал, бум. Sell-сигнал снова. Сегодня два sell-сигнала, но вот этот жаль. Этот жаль сигнал. Потому что я специально сегодня закончил все настройки, уже поставил, чтобы торговать. Но вот где-то, видите, не доработал немножко. Ну, это мелочи, но все же. Да. Как-то... Ну, что врать, не люблю я выпускать сделки, особенно когда ты с фактом посмотрел, увидел профит. Ну, это естественно, это нужно признавать. Не надо как бы это прятаться от этого или как-то негативить по этому поводу. Быть проще, это прикольно же. Классно видеть свои сигналы, и классно иногда сожалеть немножко или наоборот, там, порадоваться. Ну, то есть какой-то это очень весело на самом деле. Ты просто сидишь, ждешь сигналы, да. Да, бывают рынки противные, бывают рынки вообще, хрен знает, что с ним делать. Так вот, я же обещал вам рассказать про евро, работает ли на валютах. Давайте, евро посмотрим. Да. Так, давайте этот возьмем. Сейчас. По евро здесь немножко другая будет настройка. Сейчас. Сейчас, секунду, я по евро настрою. По евро просто... здесь 20 стоит. Все. Все правильно. Не 50 должно. 50 по золоту, потому что золото широко ходит. Что вот сегодня у нас по моментум трейдер? Один сигнал был. Breakout buy. BO buy. Тренд фильтр зеленый. Сигнал на buy. Пробой уровня. Вход. Быстро 18 пунктов прошли. Неплохо. Плюс ротация бара можно прибавить к позиции. Да. Сегодня все. Пока один сигнал только был, но зато сочный. Так, что вчера было? Вчера ничего. Один BO sell. Да, если цена пробивает high, можно выйти раньше. Да, не ждать полного стоп-лосса. Один pullback buy. Да, на коррекции PB buy. Потом после этого моментом на 40 пунктов. Видите, скорость изменения цены. То есть мы прошли по евро 40 пунктов за полчаса. Это очень немало, я вам хочу сказать. Да, но если вы торгуете евро-доллар, вы знаете, что на минутке такая скорость изменения цены потрясающая. Комфортный трейдинг. Ну и потом мы видим наши любимые паттерны стрелочной вершины. Идеальная симметрия, то, о чем мы сегодня с вами говорили. Да, там уже дальше пошли ротации бара. Хотя и здесь тоже была ротация бара вот в начале. Ну и так далее. Да, может то же самое и в Европу. Это не только моя сессия, европейская тоже здесь Европа. Да. Европа у нас... Все они постоянно, эти сигналы. Да. Коррекция sell, пока коррекция не закончилась. Да. Вот вчера, этот не берем, потому что до сессии. Но можно торговать с 16 часов Москвы, вот отсюда. Да. Тоже бывает движение. Моментум buy, потом pullback buy еще. Потом шорт-сигнал пробили high, выходим с микролоссом.
Ну, потом наши сигналы, разворотное дно и моментум вверх. Sell, sell, buy, buy, sell. Да. Ну, порой точка входа на... Я обещал вам не показывать на истории, что-то я увлекся. Первый сигнал этот увидел и все. Ладно, возвращаемся к трейдингу, дейтрейдингу. Что там NASDAQ делает, трейдеры? Ничего не делает, да? Посмотрите, NASDAQ попытался еще раз уйти вниз, да, и все. Но я успел закрыться прямо вот на лоях здесь, да, на предыдущий ордер. Смотрите, как золото начинает расти. Здесь тоже, кстати, был сигнал, но это не мой сигнал. То есть я не грызу локти сейчас, что рынок пошел расти. Нет, абсолютно. Да. Я уже говорил о том, что пробой – это хороший сигнал. Но вопрос контекста. Пусть мы пробьем экстрим, первый сигнал я куплю. Да. Это может быть сигнал на коррекции, это может быть сигнал в консолидации, это может быть сигнал при консолидации, точнее. Да. То есть любой сигнал, который соответствует моим правилам, я куплю. Вот и все. Можно быть первым здесь, купить. Почему нет? Вперед. Да. Бывает такое, что ты продал на макушке, вот PBSL, да, pullback, ну, откат. И потом упал рынок еще раз продал на макушке. Вот недавно у меня череда таких сделок по золоту как раз была. Сейчас покажу. Тогда еще я не все настройки наладил, но... это было не так давно. В Америку. Да. Хотя порой смотришь вечером, тоже так, такие движения хорошие. Сейчас вот здесь. Вот. Прямо в начале сессии PBSL обвалились. Коррекция PBSL. Да. Ну и потом наши ротации бара и моментум. То есть, когда рынок двигается, ну, прям... одно удовольствие работать, и, ну, все деньги делаются в трендовом рынке. Поэтому, если рынок сонный, ну, старайся не терять много. А если можешь еще в прибыли быть, так вообще молодец. Мы скоро закончим с вами еще несколько минут. Ну, не несколько минут, но полчаса, да, и будем заканчивать. Если вы хотите подключиться к нашему профессиональному сообществу, как обычно, ссылка под этим видео. Мы торгуем вторник, среда, четверг. Те же самые сигналы, те же самые паттерны, те же 2 часа живого прямого эфира. В последнее время я много выкладывал с закрытого чата. Да, вы просили: Аркадий, ты там точно торгуешь? Или ты просто... Что за чат? Да. Ну, то есть непонятно, да? Особенно, когда ты не видишь, так не знаешь, что это такое. Ну, вот я специально выкладывал 3, по-моему, да, или сколько? 4 сессии. Вот когда долго сидишь уже аж вот так. Я сегодня 4,5 часа сижу у монитора, я записывал несколько тренингов до этого, и уж чуть подустал, уж так автоматически. Ну ничего, осталось полчаса, и пятница заканчивается. Черный бар мы видим по WTI. Посмотрим, будет ли здесь выход из нашей консолидации, чтобы продать. NASDAQ стал шевелиться. Посмотрите на этого хулигана. Золото после стрелочного валится. Посмотрите, мы почти протестили экстрем. Внимание налево. Да, мы тикнули нижнюю границу нашего вот этого уровня. Вот этого М5. Это уровень со старшего таймфрейма. Тикнули и сразу валимся. Посмотрим, может быть, NASDAQ ускорится, я возьму деньги в районе 11,920. Это мой рейндж уровень, внимание налево. Структура, да или нет, да, абсолютно. Мой стоп стоит ниже, разумно его поставить сюда. Да, я могу сказать, да нет, мой стоп здесь, вот я его поставил сюда, вот я... Но если волатильность высокая, да, ты можешь его оставить здесь. Сигнал на buy по золоту. Pullback buy. Но тоже где? Да, это хороший сигнал, определенно. Но все впритык к уровню. Мы уже видели ранее сигнал на покупку. Бум, рынок взлетел 30 пунктов. Класс. Не так долго. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 минут. Дошли до структуры, отбились. То есть, в принципе, все в рамках контекста. Мы ничего не видим такого. Пробили уровень 1, сигнал на buy, ушли сюда. Но на самом деле вот этот сигнал не отслеживает только пробой уровней. Потому что вы видите, здесь пробой уровня был, 0 реакции.
Да? То есть он смотрит на еще много-много факторов. Посмотрите, что происходит с WTI. Мы пришли, протестировали, сформировалось даже небольшое двойное дно. Да. И рынок идет тестить экстримы. Пока ничего нет. Но у нас NASDAQ замучил, правда. Да. Ну, с другой стороны, что нам куда торопиться? Пока еще время есть. Мы идем тестировать по золоту экстрим, предыдущую структуру. После стрелочного, говорю, pullback buy, да. Если мы перейдем в настройки, здесь ничего нет. Ну, в настройках ничего не нужно менять, добавлять. Можно добавить фильтр тренда, тогда пропадут контртрендовые сигналы. Или там сигналы, которые преимущественно в непонятной зоне. Ну, а так все. Больше здесь ничего менять не надо. Ну, разве что включить сигнал, выключить его. Цвет поменять, там, название. Не обязательно писать так. Просто это название по умолчанию, но вы можете там написать сигнал на русском, на покупку, например. Да, пробой БО, да, не breakout, а пробой на покупку. Или просто пробой, а здесь коррекция. И все. Увидел сигнал на коррекцию, посмотрел на тренд-фильтр, да, посмотрел на уровни, принял решение. Да, либо можно... Один из вариантов, да, это вообще как бы не обращать внимания на что, просто принимать сигнал. Так тоже можно делать. То есть видишь сигнал, принимай по тренду. Тренд-фильтр, сигнал на покупку. Тренд-фильтр, сигнал на покупку. Ну, имеется в виду зеленый, сигнал на покупку. Это тоже можно сделать зеленым, чтобы, да, ассоциация была соответствующая. Если это зеленое, и это зеленое, то buy. То есть вижу, и придаю этому определенное значение, действую. Да. Это единственный процесс, который вам нужно организовать в трейдинге. Да, путем модели мышления «если то», если я вижу это красное или это зеленое, а это, допустим, тоже зеленое или синее, то это означает, надо покупать. Если то вижу, значит делаю. Это, я говорю, самое мощное, что вы можете в своем трейдинге сделать. Упорядочить свои действия именно таким образом с позиции визуально продиктованных сигналов. Вам не надо думать о рисках, о стоп-лоссах. Их достаточно прописать в советнике. Просадка, трейлинг стоп, стоп-лоссы, тейк-профиты, наращивание, если будешь использовать. Кстати, вот эта кнопка, в самом начале мы говорили, sell плюс buy плюс, это для наращивания позиций. То есть, если я считаю нужным нарастить, я нажимаю buy плюс, либо sell плюс, и открывается еще одна сделка, одна, равным объемом, да, либо можно индивидуальный для нее объем, и с теми параметрами, которые для нее прописаны. То есть можно ее сделать такой индивидуальной, да, эту настройку для наращивания объемов. Тренд-фильтр поменялся на зеленый, и нет пока ничего. По W уберем в сторону. Так, ну что, наконец-то мы закончили с NASDAQ. Давайте небольшой промежуточный итог подведем, что у нас сегодня было. По NASDAQ у нас был один buy, и здесь небольшой лосс. Один sell. Первый таргет практически буквально несколько тиков цена не дошла, я закрыл. Второй по трейлингу. Профит. Нефть 0, один трейд. И профиты по золоту. Первый тейк, второй по трейлингу. Тоже с небольшим, да, с небольшим профитом. Так, ну что, мы возвращаемся к золоту. Пробили уровень, коррекция, видим черный бар. Посмотрим, будет ли белая свеча, чтобы купить. И это, похоже, заключительный, да, наш трейд на сегодня. Ждем. Ждем белый бар. Он может быть позже. Да. Посмотрим, будет ли у нас похожий сигнал над уровнем здесь, который мы видели. Не будем спешить, потому что рынку ничего не стоит уйти обратно. То есть вы всегда смотрите 50% туда, 50% сюда. И все, и так ничего вас не удивит, и ни к чему не будете привязаны психологически. То есть я понимаю, что 50% вероятность туда и сюда. Поэтому я
не пытаюсь прям, о, все, пробой, ага. Раньше, да, раньше сразу купить хотел. Вот это пробой, который имеет под собой определенную основу техническую. Да, потому что вот в этом сигнале не просто пробой уровня, а очень много других факторов, да, встроено. То есть я знаю, что если это произошло, так как это не происходит очень часто, значит какие-то изменения на рынке происходят. Если я посмотрю на схожие ситуации, да, с пробоями, давайте найдем. Видите, их не так много. А вот брейк, да, обвалились. Давайте еще поищем. Вот брейк, да, улетели. Вот ложный брейк тоже, кстати, из серии «Как торговать», да, когда сигнал не работает. Видите, мы пробили вниз, а посмотрите, тренд-фильтр зеленый. Да, потом он стал красным, но на этой свече он зеленый, поэтому мы делаем проще, мы ждем пробоя максимума этой свечи, покупаем. Либо можем дождаться возобновления тренда и купить здесь чуть дороже. То есть извлекать выгоду при условии, что твой сигнал, да, не в том контексте, либо против тренда, то есть зная его слабые стороны. Да, зная его слабые стороны. Возвращаемся к золоту. Золото пока нет сигнала. Да, то есть мы пробили уровень. Это сила сигнала номер 1. Тренд-фильтр зеленый, сила сигнала номер 2. Коррекция к структуре, сила сигнала номер 3. Если белый бар, покупаю, сила сигнала номер 4. Кластер 4 бай. Это может быть кластер 3 назвать, да, пробой, тренд-фильтр, черный, а затем белый бар. Тоже вариант, ну, упростить немножко. Но для начинающего лучше именно так. То есть ты понимаешь, что слева идешь к правому краю графика. Сначала пробой, потом вниз смотришь на тренд-фильтр, потом ждешь коррекции, да, и потом ждешь ротации. Ротация с черных на белый, если пробой вверх, и с белых на черный, если пробой вниз. То есть обратите внимание, как мы можем комбинировать наши старые сигналы, да, с новыми вот этими breakout buy, да, и pullback buy. И получается неплохой тандем. Ждем белый бар, покупаем. Готовлюсь нажать buy. Здесь немного такой поздноватый, запоздалый белый бар, может быть. Должен обратить внимание на круглую цифру 1970. От моей точки входа 30 тиков примерно будет. А может чуть меньше даже. 30. Несмотря на то, что в целом сессия в консолидации не такая она скучная, да, получилась сегодня. Было с чем работать. Нет проблемы торговать больше инструментов. Можно сюда бросить фунт, евро и тоже ловить классные сигналы. Но чисто психологически это трудно. Особенно так как я веду постоянно тренинги еще параллельно. Да, мне нужно во все глядеть. Да. А я так не против торговать больше инструментов. Но я понимаю, что чем больше ты мне пока рассказал, пока показал, это тоже, ну, требует все-таки определенной энергии, несмотря на то, что все автоматизировано. Да, все равно. Так, ну что, будет ли у нас белый бар? Я рассчитываю здесь на небольшое движение, да, потому что время уже 6:30, почти 6 минут до конца моих торгов. Я не хочу пересиживать. Пятница. Всегда приятно закрыть день с профитом. Да, это небольшой такой профит, но ты же никогда не знаешь, когда приходишь на рынок, какой у тебя будет день. Последние недели вообще можно торговать только золото. Очень волатильно. Торгую не хочу. Бары черные пока. То есть ты ждешь визуально продиктованный сигнал. Это простой очень сигнал в таких условиях. Ну, в принципе, очевидно, что надо делать. Давайте посмотрим еще налево, где наша очевидная структура. Предыдущая зона. Внимание налево. 1976. Экстрим. И там же, если не ошибаюсь, нет, наш рейндж трейдер уровень чуть повыше.
То есть это запас хода. Да? То есть мы можем рассчитывать на 80-90 пунктов, если вдруг рынок ускорится. И это точно заключительный трейд по золоту. Очень важно ждать конца сигнала. То есть, ой, все, я куплял, вдруг сейчас улетит. Ой, что-то они стоят, сейчас бахнет. Надо прогнозировать. Зачем? Все куда проще. Белый бар появился сразу. Вздрогнул. Да, порой бывает белый бар очень большой и не очень удобно покупать. Действительно, такое есть дело. Дайте смотреть. А ты ждешь сигнала, такая вот огромная бандура на тебя вылазит. Я думаю, что 1970 для нас хороший сейчас ориентир для быстрого тейка. Ждем, не торопимся, ждем, ждем, ждем еще, ждем. Всегда интересно. Ждем закрытия, нажимаем buy. Видите, в моменте ордер открылся, мне только нужно было кликнуть. Все, ждем сигнала. Да? Все, теперь ждем. Свяжусь, выйду на связь, как только loss либо take сработает. Так, ну что, мы возвращаемся в эфир. Взяли первый take profit по золоту. Тик в тик, в районе 1972. Это уже третий профит за сегодня. Даже если рынок развернется, то в любом случае мы закроемся с профитом и по второй части позиции. Это неплохое завершение недели и месяца. Да, серия профитных дней подряд, потому что вчера был профитный день в закрытом чате, позавчера, да, и очевидно, что сегодня, потому что уже больше новых сделок у меня не будет. Вопрос только, будет ли большой профит, либо будет чуть меньше. Да, давайте подождем и будем закругляться. Мы здесь с вами видели движение, точнее, я уже отдельно смотрел тем симметрия, рынок продублировал, да, поэтому крайне вероятно мы увидим восстановление. Нередко оно бывает симметричное, такого плана. То есть равнозначная, так называемая равнозначная коррекция. Они одинаковые. Посмотрите сюда. Симметрия, симметрия. Как часто такое происходит. Причем после нашего сигнала, да, не было промедлений. То есть скорость изменения цены высокая. Мы получили с вами здесь сигнал, вошли по самой лучшей цене, но имеется в виду после сигнала. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10. Ну, грубо 10-12 минут тейк. Да, посмотрите, ровно 42 пункта. Да, то есть столько, сколько нам нужно, чтобы взять первый тейк. Посмотрим, что будет со второй частью. Мне на самом деле волнует только один параметр. Это как можно выше первый take profit. Ну, имеется в виду вероятность его отработки. А дальше что будет уже? Да, потому что первый take соотношение 1 к 1,5 выставляется. Да, дальше уже идет хорошо, нет, тоже хорошо. Да. То есть если держится около 55-65%, это здорово по тренду, да, потому что торгуя контртренд мы тоже можем делать деньги. Там вероятность будет чуть ниже. Давайте быстренько. Что там по золоту? Ой, по W что-нибудь было после нашей? Да, кстати, мы не ожидали от WT каких-то сигналов, но посмотрите. Breakout buy. Незаметный сигнал, и тут же вспышка. Тренд-фильтр зеленый. Это вот сегодняшний все сигнал sell. А потом видели buy сигнал, причем отработан. И вот это уже квалифицированный buy сигнал, дошли до уровня. Сегодня такой очень рыбный день, но опять же таки, да, скорость изменится на очень низкая по этим инструментам, и нам не очень-то интересно с вами. Я раньше порой засиживался там до поздна, как можно больше сидел. Я честно вам скажу, результат этого не становился лучше. Наоборот, ты уже торгуешь такой весь от усталости, такой, не знаю,
Ну, если трейдер хочет торговать, ну пусть утром еще торгует 2 часа, да, например. Пока бодр. Так, ну что, мы заканчиваем. Спасибо вам большое за внимание. Надеюсь, что это видео для вас было интересным, полезным. Если да, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Какие-то вопросы задавайте нам на почту info@zatrader.ru, либо пишите в комментариях. Подключайтесь к нашему профессиональному сообществу по ссылке к этому видео. Короче, делайте все то, чтобы сформировать модель мышления прибыльного трейдера, да, научиться торговать комфортно, в первую очередь, да, и объективно, прибыльно. Все, пока и до связи.